Всем привет! Стою на светофоре, еду на работу. Пора выкладывать ролик какой-то. Тема сегодня. Знаете что, я вчера смотрел тоже, пересмотрел кучу всяких роликов. Думаю, блин, нечего смотреть. Знаете, что мне не нравится в последнее время на ютубе? Что-то умное находишь и. Да, вроде интересно, но вот это вот научились генерировать эти видосики, картиночки, все через искусственный интеллект. Одно, второе, третье, и по часу люди делают, и оно так скучно, нудно смотреть, меня бесит. Перелистываешь, то новости, то... И все, знаете, как-то так запрограммировано, все так, блин, стандартно, а я не люблю стандарты. Я настолько не люблю стандарты, и мне потому даже тяжело канал вести, потому что люди присаживаются на что-то одно и то же, с одной стороны, на какое-то время. Типа, ну, вот, снова божественная яичница, и так каждое видео начинается. Да, это можно посмотреть 5-10 раз, но меня, например, это бесит. Я настолько люблю разнообразие, а на ютубе это недостаток. И я вот показываю работы, и сам себе думаю, ну а кому оно надо, блин? Каждый раз смотреть, что я там шпаклюю. Я поначалу делал ролики, когда делал работу, и периодически что-то болтал, рассказывал. Ну, блин, оно сложно, понимаете? Ты не можешь сконцентрироваться ни на работе, ни на рассказе. И получается каша, да, иногда удобно потом озвучить после, то есть наложить какой-то рассказ на работу. В общем, это занимает кучу времени. Не спешите уходить, я сегодня расскажу что-то интересное, ну, такое с моей точки зрения, действительно из моего опыта. Потому что вот это вот 30 секунд первые надо задержать человека. И я когда это понимаю, что люди этим пользуются, и на самом деле мне вот этот стандарт, он меня отпугивает. Этот слишком далеко, этот слишком быстро, этот выезжает. Как здесь все узко. Ну что, привыкаешь. Короче, знаете, я показываю работу, показываю всякую херню, но на самом деле у меня есть очень интересная штука, которая меня беспокоит, и как бы я не знаю на нее ответ. Ролик я, наверное, назову «Что со мной произошло в 50 лет». Что же со мной произошло? Действительно, многие говорят, что человека нельзя изменить, что люди не меняются. Да, отчасти да. То, что вы видите, то, что я показываю вот сейчас, типа мою жизнь, она не была всегда такой. Я уже тоже 100 раз говорил. Она была вообще другой. Она была более нервной, она была более дешевой, скажем. И что же произошло? Началось все как мистически странно. Я говорю, что я просто искал причину, а с чего началось. Так вот, началось все с того, что у меня умерли все родители, то есть отец, мать, сначала мать, потом отец и потом брат. Ну ладно-то они старые были, а брату 60 лет не было. Вот сколько мне сейчас, 57, а ему было, по-моему, 59. Блин, уже 10 лет почти прошло. Время летит. И одно, что у меня перевернулось в голове, что сначала... Ведь я же, это близкие мне люди, с которыми я общался постоянно. И я знал их цели, их желания. То есть люди как-то жили. Там брат вот за 5 лет до смерти там зубы поменял, кучу денег, последние деньги потратил. Думаю, господи, нахрена тебе были те зубы, если ты, блин, в принципе помер. Отец там так стремился, купил квартиру.
Вот насчет недвижимости тоже. Он развелся с моей матерью, тоже, кстати, в 50 лет. Видите, может, у многих, я не знаю, может, у вас тоже после 50 так сильно что-то меняется. Может, это закономерность. И я, кстати, тогда уехал на Сахалин, у всех стала своя жизнь, и отец, видимо, решил тоже изменить свою жизнь. Так вот, он нашел одну женщину, купил одну квартиру с ней пополам, потом разделил, разошелся, потом купил таки сам другую квартиру в Черновцах. Опять нашел женщину. Но женщина была с квартирой, она такая была не бедная. И потом переехал к ней. А эту квартиру, она просто стояла так, мебель ее обставили, ремонт сделали. Я еще думаю, а что происходит вообще? В общем, произошло то, что она потом за эту квартиру захапала. Отец умер, и у отца были и внуки, и дети, и никому ни черта он не оставил. Он оставил все этой козе. Вот так вот. Ну ладно, это отдельная тема, хрен на нее. Но я говорю, что я это все просматривал, как люди стремились, и как все после смерти, взяло и обнулилось. И ты думаешь, а я вот что-то тоже стремлюсь к чему-то, пыхтишь, планы строишь, потом бах, у тебя какая-то болячка, как у моего отца получилось. Он за 2-3 месяца просто помер, высох. У него там что-то нашли камни в желчном пузыре, они там что-то перекрыли, какие-то проходы, дали осложнения на печень. И, короче, мужик, который всю жизнь не бухал, умер, получается, чуть ли не от цирроза печени. Вот так вот бывает. Он берег свое здоровье, занимался то сердцем, то еще чем, а помер вообще не от того, от чего ожидал. И никто не ожидал. А мать, кстати, питалась, у нее крыша поехала по мусоркам последние года. Она могла с дома убежать, куда-то ее находили в дурку привозили. В общем, такое, беда была с ней. Так вот, умерли они, все прожили 82 года. И тот, и тот. Отец жрал красную икру, а она с мусорок питалась. Поэтому все вот эти вот херни, которые рассказывают по телевизору, правильную воду пить, правильно кушать, правильно... На самом деле ничего не работает. Я вам клянусь. Да, я прислушиваюсь, да, я вроде бы и витаминку хочу съесть. Но что-то в этом мире не так работает. Не от этого зависит. Вы можете беречь что-то одно в себе, а произойдет то, к чему вы не готовы. Короче, я не об этом. Я думаю, что все-таки у каждого из нас, вот в это я тоже верю, школа, как-то я попал, 8 часов ровно. Все-таки у каждого из нас есть какая-то программа, понимаете? И как она работает, мне очень интересно. Во-первых, я уже рассказывал за YouTube. Все тоже не просто так. Я люблю всякую мистику, и я очень присматриваюсь к разным ситуациям, которые случаются. И да, говорят, что не случается все просто так. Оно зачем-то, почему-то происходит. Просто мы не все понимаем, почему оно, зачем оно и что с этим делать. Так я рассказывал, быстро напомню, что у нас жила одна женщина, кстати, вот здесь живет, где я проезжаю сейчас, купила квартиру тоже в жопе мира. Так вот, она когда-то сказала, что Андрей когда-то может стать очень знаменитым. Ну, как знаменитым, очень, не очень, неважно, просто знаменитым. И я говорю, что я тогда вообще просто поржал, думаю, бред, каким знаменитым. Но сейчас, когда у меня 10 тысяч подписчиков, ну да, я не крутой там какой-то блогер, да вообще не считаю себя блогером.
так, развлекуха. Ну, просто так называются те, кто на ютубе снимают ролики. И получается, оно сработало. И я задумался, а чё? Откуда она знала? А как оно могло быть? Я уже не говорю, что Моня у меня подписчик. Тоже мне написал, тоже мне не выходит с головы. Он написал и забыл, а я теперь с этим живи. Он говорит, что ему тоже кто-то когда-то там предсказал, что он познакомится с Андреем с Италии, с блогером. И он меня еще назвал каким-то миссией или как-то. И все, и затих. И шо, к чему, зачем это было Моне, зачем это было мне и чем это должно все закончиться. Короче, ладно, дальше, что я хотел сказать, сейчас. Так вот, что произошло после смерти родителей. Я раньше, кто-то мне пишет, кто-то спрашивает, а ты пьешь или ты пил раньше? Да, мне такая была жизнь бурная, что не пить было сложно. Я говорю, что я и на базаре сидел лет 7, торговал в Черновцах. И компашка такая была, и здесь, поверьте, здесь очень много бухают в Италии. Ну как бухают, я не бухал каждый день, я работал, но я так напряженно работал. Вот то, что вы сейчас видите, это было день и ночь, как я сейчас живу и то, что вам показываю. Я же ничего не играю, не наигрываю, так и есть все. А раньше было все нервозно. Я с тем рюкзаком бегал по Риму, с купами инструмента, без машины. И зарабатывал какие-то копейки. Меня имели во все дыры все, кто хотел. И клиенты, и бригадиры, и начальники. И я считал, что это нормально. Так же, как многие сейчас и живут и в данный момент. Языка не знают, машины нету, клиентов нету, работы нету, и они работают за то, что есть. За какой-то минимум. Я долгое время так прожил, поверьте, я всех понимаю, я никакой не крутой. И поэтому я и квартиру не купил. Ну, не всем дано быть бизнесменами, правильно, и какими-то крутелками. И я тоже заметил, кстати, насчет крутелок, что у некоторых это от рождения, понимаете, на него просто смотришь и видишь, что он начальник, что он сильный. Хотя я уже, работая с такими людьми, понимал, что там вообще никакой силы нет. Вот это, блядь, просто тупой человек, у него умное выражение лица, там большая комплекция и все. И когда, если человек это понял, что это работает, он просто это использует и все. Вот настолько просто. А ты худой, тощий, мелкий, какой-то напряженный, как меня назвали, угловатый, кому ты там должен все время доказывать, что ты не олень и вообще, что ты что-то умеешь. Может, поэтому я концентрировался на себе и на том, что учился постоянно всему. Опять ушла мысль, видите. Хорошо, когда люди пишут себе сценарий, сели, прочитали, блин, охренеть удобно. Но скучно. Я всегда вижу, когда человек читает, и мне тоже отпадает уже интерес к этому. Я говорю, так могу и книжку почитать какую-то, и будет интересней. Возможно, я буду повторяться, потому что я говорю, что я знаю, что я снимаю на полчаса ролик, и мне же дает статистику, сколько вы смотрите. Люди смотрят 10-15 минут, то есть половина вы не смотрите. Я тоже так смотрю, не переживайте. Ну, не всех, иногда я залипаю от начала до конца прям. Иногда засыпаю под некоторые ролики. Вот есть определенный тип интонации людей, что под них классно засыпать. Кстати, под меня мой племянник, говорит, засыпает. Ну и тоже хорошо. Так вот, вкратце расскажу, почему, чтобы вы поняли, наверное, ихняя смерть на меня повлияла. Потому что я был, самый младший в семье. Брат на 9 лет старше. Все больше внимания, как в любых семьях, уделялось младшему. Но я жил в постоянном контроле. В постоянном контроле отца, брата.
Ну, брат мне больше советами какими-то помогал. Ну, брат и отец это были вообще разные люди. И, то есть я был такой раздербаненный во все стороны. А мать у меня просто была паинька такая. Просто милая, добрая мама. И поэтому, наверное, я приспособился еще с детства всем угождать и для всех быть хорошим. Но меня всю жизнь надоедало то, что они меня контролировали, и вот это я должен был постоянно подстраиваться. Я, в общем-то, мне и в жизни это пригодилось. Я не знаю, может, наоборот помешало. Что вот это угождать всем клиентам, начальникам. Хотя я читал, я по гороскопу рак, и даже в гороскопе у меня написано, что я идеальный, так сказать, работник. Они такие раки в этом плане идеальные, получается. Ну, не я придумал, гороскоп так пишет. Блять, что ты у меня под жопой? Давай, хуярь. Давай. Я аж боюсь его. Прям едет 50 сантиметров от задницы. Не люблю я так. А в конце приедем одинаково туда. Я даю 100%. На перекрестке. И тут они все умирают. Меня что-то переклинивает. Я поехал последний раз в Украину. Как бы сказать, что отдохнул, не отдохнул. У меня в Украине какой-то отпуск такой депрессивный всегда получается. У меня квартира до сих пор не отремонтирована. Я как уехал, она стоит как памятник какой-то. Я приезжаю, вот это все воспоминания, вот этого дерьма, в котором я там жил. И иногда, да, у меня в холодильнике в отпуске килограмм икры и бутылка водки. Примерно было так. Решил себе просто бросить пить. Мне надоела эта вся эта депрессуха, потому что, с одной стороны, да, алкоголь тебя расслабляет. Так же, как и многие из вас наверняка бухают. Кто больше втихаря, кто меньше втихаря. Находят, так сказать, уют один на один с собой. А оно действительно, если ты не знаешь других способов, то оно работает, оно действительно полезно. И, кстати, насчет организма, хрен оно тоже, чего там оно, от этого сдохнешь. У меня такие алкаши были, что и есть. Всю жизнь бухают и живут, себе здравствуют. Еще один олень. Давай, вперед. Давай. Ага. Я себе еду на нейтралке. Здесь километров 5-7, наверное, еду просто на нейтралке. Они все куда-то летят. Давай, пошел. Молодец. Здесь же скорость 50 километров в час. А ты едешь 80. И что изменилось? Во-первых, я всегда, говорят, визуализация, она работает, не работает. Она действительно работает. Я не занимался этим как-то так специально. Просто у меня была мечта, мысль. Ну, я так устал на вас, пидорасов, всех работать. Я хочу работать сам на себя и зарабатывать нормальные деньги. Эти деньги, сука, вы берете за то, что я делаю эту работу, вы ни хрена не делаете, и где справедливость? И потихоньку я рассказывал это. Опять же, я говорю, что я надеюсь, что новые зрители, они этого не знают, или вы не слышали. И стало появляться то один человек, то второй человек, то третий человек. Я расслабился, я стал меньше нервничать, потому что я меньше стал работать в бригадах. Вы даже не представляете, как я изменился, когда от меня ушли мои контролеры родители, брат. С братом, вы понимаете, что такое контроль? Вот я вам приведу один пример. Приезжаю я в отпуск. А он меня любил, ждал, он там 2 комнаты снимал квартирантам, чтобы пару копеек ему падали какие-то. А сам жил в одной комнате, он мне прям 2-й ярус построил, и говорит, это для тебя, будешь приезжать когда, потому что я квартиру сдаю тоже, и там все время она занята.
а жить где-то надо. И вот мы с ним спали как в каюте на пароходе. Кстати, он тоже в море ходил акустиком. И приходим мы, допустим, в магазинчик такой, все по гривне такое. И я что-то понабирал в предыдущем магазине и хожу с пакетом или с сумкой по магазину. А он мне говорит, поставь сумку на входе. Я говорю, зачем? А она не тяжелая, потому что это сидит на тебя и смотрит, что ты хочешь что-то украсть. Здесь ходит. Я говорю, так это ее проблемы, что она хочет, что я... Пусть сидит и пазит, украду я, не украду, что я... Вообще, я говорю, что, бля, вообще уже такое лень, все по 1 гривне, я еще и воровать что-то буду. Я говорю, отстань от меня. Нет, он мне устраивает чуть ли не скандал, понимаете, что орать начинает. Мы из-за этого поругались. А я принципиально, я не хочу идти и делать то, что он хочет, потому что, ну что, я маленький ребенок, мне, блин, уже полтинник, так сказать, или почти полтинник, и ты мне здесь говоришь, что я должен делать в магазине, как себя вести. Вы понимаете, до какой степени было? Мелочи такие жизни. Но я вам скажу, при этом всем я никогда с ним не ругался настолько, чтобы мы не общались вообще. Он меня один раз, я вам рассказывал, что я работал в кузне 3 года с братом. Что вы думаете, незадолго до отъезда моего в Италию он меня уволил, мой родной брат. Вот настолько были странные отношения. Да, я полгода вообще был в шоке, думаю, блин, это ж какой мир, блин, ужасный, блин. И какие вообще эти родственники. Чем ближе люди, тем они более опасные, мне иногда казалось. И вот так вот потихоньку я с самого детства, в принципе, приучался быть одиноким. Понимаете, я понимал, что никому ты нахер не нужен. Ни отцу, как в конце закончилось с этой квартирой, что он мне что-то оставил, хотя он мне обещал. Оставил чужой женщине, которая была совсем не бедная. Она работала тоже лет 20 в Италии, привезла бабки. У нее сын закончил французский легион. У него заправки были в Америке, и сейчас есть. Тебе нужна была еще эта квартира, ты кинула всех, внуков, детей. Она ему внушила, что мы все пидорасы, так сказать, блин. А она одна, вот его спасительница. И это работает, да. И что я могу сделать? Я ничего не могу сделать. Вот такой несправедливый мир. Как вы думаете, в каком я настроении должен жить по отношению к чужим людям? Да к кому угодно, к сыну, к жене. Да, я всегда на стреме, что я никому не нужен. И да, я делаю просто потому, что мне интересно жить ради кого-то, для кого-то. И даже если я делаю эти ремонты, я не думаю, я о деньгах думаю во вторую очередь. Я всегда думаю, как сделать работу, как помочь клиенту. Ну, скажем, клиенту, просто этому конкретному человеку. И, кстати, чем лучше человек, то есть мы же все разные, есть просто люди стервы, сложные, с которыми хочется скорее закончить и уйти, или даже вообще не начинать. А есть люди, да, которым вот с Андреем мне тоже повезло. И опять же, наверное, нам обоим повезло, потому что он меня нашел тоже через канал, просто тихонечко написал, что у меня есть там дом, приедь, посмотри. Причем, знаете, как красиво начал? Ну, я тебе заплачу за бензин, если ты приедешь. И когда люди так начинают, я сразу понимаю, что с этим человеком, да, можно иметь дело. Потому что деньги, ну, это тоже отдельная тема, и это уже в другую сторону пойдет. В общем, получается так, что я потихонечку перестал пить. И я вам скажу одно, главное, что я раньше был намного более психованный, более нервный. Я на каждую дурку человеческую так реагировал, думаю, да как можно такую хрень нести.
И да, периодически успокаивал себя. Давай, давай, едь уже, ну, алкоголем. Я редко пил каждый там вечер, но иногда вот может быть и хуже. Я не знаю, как лучше, если уже пить. У меня накапливалось очень огромное количество вот этого негативного настроения, и мне надо было куда-то его сбрасывать. Куда? Я ничем его не умел сбрасывать, кроме как алкоголем. Что произошло, когда я бросил пить? Я перестал нервничать так сильно. Я вам клянусь, что вот этот алкоголь, он приучает организм вы в постоянном напряжении. И когда у вас случается какой-то стресс, у вас срабатывает, организм вам говорит: так, есть способ. Бухни, и все будет нормально. И вы его слушаете, да. И настолько к этому приучаете, как, знаете, это собака Павлова. И это опасно и страшно. И проходят десятилетия с этой привычкой, и вы уже с этого выйти не можете. И когда я это понял, не то, что мне кто-то рассказал: Андрей, ты сделай так, и будет так. Это не работает. И что мне стало тоже интересно, насколько многих людей можно им помочь, спасти, когда ты видишь ихнюю проблему со стороны. Но в реальной жизни это невозможно. Это невозможно, потому что человек может тебя послушать и полчаса, и час, все понять, чуть ли не просветлеть, но через 10 минут все забудет и будет жить так, как дальше. Чтобы что-то произошло, серьезная перемена у вас, должно что-то случиться, что вы просто на самом дне, в самом ноле, по деньгам, по жизни. Когда вы делаете эту глубокую перезагрузку, когда вы... Сложно это объяснить, но я это прошел в какой-то момент. И что-то тогда, какой-то выключатель срабатывает. И вы начинаете жить по-другому. Я вам клянусь, что у меня после 50 лет, после этих всех ситуаций, осмышлений, и главное, что почему-то я бросил пить именно после ихней смерти. Я не знаю, может быть, тоже есть какие-то мистические, ну, типа я заколдованный какой-то. Я не знаю, как оно работает. Ну, что-то странное. Я не знаю, как это объяснить, честно. Я хочу рассказать, но как объяснить? Может, кто-то из вас есть поумнее и знает этому ответ, или случалось похожее. И я после этого начал кайфовать. Вы понимаете, во-первых, у вас нету ни этих бодунов, у вас нету мысли выпить, не выпить, вы просто не пьете, и все. Вам попадаются спокойные клиенты, вам попадаются адекватные работодатели. И ты думаешь, блин, какой кайф. Ты думаешь, блин, какой кайф. Оказывается, можно жить так. И в чем прикол, что когда ты это понимаешь, ты думаешь, блин, это ж скольким людям можно было бы помочь, научить им, рассказать это все. Оно не будет работать. Опять же, того, что, скорее всего, что в каждом из нас вот это вот заложена программа. Ты должен жить так. Я вам объясню, чтобы понять это, научиться этому. Именно очень важно менять, ну, опять же, не говорю так, как я делаю. Да, я так делаю, но я не говорю, что не навязываю вам этот стиль. Просто я это понял, что вы должны постоянно менять местоположение жительства, работы, друзей, новых знакомых. То есть, понимаете, вот это вот движение,
вы понимаете более объективно всю картину людей, жизни, общения, денег, работы. Вы не зацикливаетесь на чем-то одном, как мне некоторые там, я знаю, люди работают 40 лет, я проработал на одном заводе, и он считает, что это хорошо, а я думаю, бля, это как? Это на одном месте, это же как зомби, это же, ты же как курица становишься, ты ни черта не видишь, ни другой работы, ты ничего не развиваешь. Понимаете, почему мне интересно жить, блин? Я сегодня делаю одно, второе, третье, четвертое, думаю завтра о следующем. Тут договариваюсь о еще чем-то новом. Я живу сегодня и завтра. А если я затрагивал какие-то темы, там, Советский Союз, там, жизнь там была, сейчас, где лучше, где хуже, я вам даю 100%, что 90% из вас живут просто прошлым. Потому что в настоящем, возможно, ничего хорошего нету, судя по обстановке в мире, так и есть. В будущем еще более все непонятно. Зато вспомнить о прошлом, это же так замечательно. Кстати, да, тоже классный совет кто-то мне дал, что чтобы привести себя в порядок или там даже в какой-то стрессовой ситуации, вы должны 5 минут отключиться от всего, попытаться. И да, вспомнить какие-то те приятные моменты из жизни, где вы были то ли победителем, то ли именно получали удовольствие. Это же, я не знаю, в лесу грибы собирали, этого достаточно. Но вы должны погрузиться в это состояние. И все, этого достаточно, чтобы себя успокоить. Ну, этому надо учиться, тренироваться. Блин, еще одну проблему нашел у Андрея. Ну, потом покажу. Видите, я думаю об одном, а все равно я всегда думаю о работе. Я смотрю туда-сюда, я могу посмотреть сюда и научиться чему-то, глядя на стену, рассказывая вам вот это. Вот настолько у меня загруженный мозг. Кстати, насчет загрузки мозга, та же самая фигня. Да, я устаю, да, у меня просто не было желания несколько дней вообще ничего снимать. И я придумал так этот ролик, несложно снять было, так поболтал под настроение. И получается, что чем вы больше загружены, тем вам меньше в голову лезут дурные мысли. Загруженность должна быть какая-то полезная, то есть ты общаешься с клиентом, делаешь работу, начал, закончил, получил дофамин, следующее начало, пришла идея. И вот это вот движение, оно доставляет вам кайф в жизни. Сегодня, сейчас, в этот момент. А то, что вы сидите, перемалываете, то, что у вас было 20 лет назад, ой, да, это ж какое было время, было так, все хорошо, до чего мы дожились. Это утопия, это вас никуда ни к чему не приведет, это раньше в депрессняк какой-то. Поэтому мой канал и все, что я показываю, я хочу, чтобы вы понимали смысл этого всего. То есть основная мысль вот эта, что у меня все изменилось после 50 лет в положительную сторону. Сейчас мне, наверное, хочется, открыл я канал, наверное, хочется этим поделиться, оказывается. И я не просто снимаю для того, чтобы что-то заработать. Поверьте, я трачу на видос, я вам говорил, что бывает и день, и полтора вместе со съемкой, чтобы заработать 10 евро или там 15 евро. Вы думаете, мне это интересно? Я за день, вы понимаете, сколько могу заработать. А здесь я потерял время. Но намного важнее, у меня появляются новые знакомые, новые вот клиенты, новые подписчики. И это единицы. И я знаю, что потенциально я с ними смогу дружить, делать какие-то дела. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали смысл моего канала. И когда многие отписываются, я думаю, блин, а жаль.
Ну, потому что воспринимают, видимо, меня, да, нахер мне его работа, нахер мне его это. Работа — это просто часть жизни, она мне тоже не есть основной интерес в моей жизни. Мне на самом деле интересно, хватит, длинный ролик получится. Мне на самом деле интересна просто сама жизнь. А будет ли это стройка, будет ли это завтра что-то другое, а так как я вам объясняю, так как у меня жизнь вся такая была, я не могу по-другому жить. Такой же и канал, то есть разнообразная, такой же и канал будет. Поэтому не берите что-то с одного ролика. Так, это говно, мне не нравится, я отписываюсь, это тупость. С другой стороны, я не сильно переживаю за эти подписки, потому что говорю, что если человек подписался вот с такого ролика, а все остальное про стройку, а ему не интересно, мне такой подписчик не нужен, он не будет смотреть эти ролики. Поэтому подписчики качественные, это хорошо. Поэтому, если вы любите жизнь, если вам интересно, как входить в сложные ситуации, выходить с них, да, этот канал вам рано или поздно будет полезен. А если вы любите просто стройку, то найдите, наверное, канал просто про стройку. Потому что постоянно этого не будет. Скоро будет весна и какие-то отдыхи, развлечения, поездки, может быть. Ну, все. Всем спасибо за просмотр. Пишите и рассказывайте, что хотите. Главное, что-нибудь пишите. Всем пока. Я иду работать. Работать я иду, я уже хочу, просто не буду кусочки показывать, хочу показать и начало, и конец, что я там делаю. Ну, и в следующем ролике уже саму работу покажу. Опять же, вырастают новые проблемы, как грибы. Эта квартира, она как полуфабрикат оказалась, знаете. Дом построили, все сделали, а недоделок куча. И хозяин их видел, понимал, но где найти такого, как я, бы пришел и сделал все сам, и доверить ему, живя в другой стране, все это очень непросто. Поэтому, опять же, если вы в Риме, если у вас есть знакомые, делитесь моим каналом, знакомьте людей со мной, и вы сделаете и мне хорошо, и им поможете. Все мы должны друг другу помогать чем-то, хоть комментарием, хоть лайком, хоть денежкой. Кстати, все, кто хотят меня задонатить, там в описании канала есть все данные. Ни от кого ничего не требую, все по желанию. Кстати, все, кто меня донатят, это будут самые уважаемые для меня люди, потому что я действительно, дело не в деньгах, я не беру деньги просто так, кого человек мне дал, классно. Не-не, я таких людей запоминаю, и рано или поздно любая ихняя просьба для меня будет закон, и я всегда им отвечу, и чем смогу, помогу. Потому что так все должно в мире работать. Нельзя что-то взять и ничего не дать. А еще лучше сначала дать, а потом уже как получится. Это не я придумал это правило, оно именно так и работает. Все, чао. Погода! Ужас! Странный закат, блин.